Здравствуйте. Мы с вами продолжаем занятия по предмету психология. И наша с вами тема сейчас связана с нашим возрастно-психологическим блоком в нашем курсе. На предыдущих занятиях мы с вами рассматривали идеи американского психолога Эрика Эриксона о том, как происходит развитие человека в течение всей жизни, и рассматривали периодизацию, которую он предложил, и рассматривали те задачи, которые он сформулировал для каждого из возрастов, для каждого из 8 возрастов человека. И, соответственно, основная идея была в том, что развитие человека, в общем-то, связано с тем, насколько успешно он решил ту или иную задачу. То есть можно из кризиса выйти в плюсе или в минусе, да? Положительно разрешить задачу или не разрешить ее, или, возможно, какие-то, так сказать, варианты решения между одним и другим полюсом. И, соответственно, общая логика развития жизни человека, она действительно существенно зависит от предыдущих периодов, насколько успешно человек справился с этими задачами. И мы также с вами говорили о том, что центральным таким понятием для концепции Эрика Эриксона было понятие идентичности. И фактически, это надо подчеркнуть, все те кризисы, которые мы рассмотрели, которые касаются этих 8 возрастов, на самом деле это кризисы идентичности. То есть идентичность личности закладывается поэтапно, начиная с самого раннего возраста, начиная с младенчества. И мы с вами как раз говорили, что очень важный, решающий, так сказать, период развития идентичности — это действительно подростковый юношеский возраст, но на самом деле и последующие возрасты, взрослость, зрелость, уже и старость, да, в общем-то, они также связаны с тем, что могут встать проблемы, связанные с идентичностью. И как раз это мы сегодня с вами рассмотрим. Я хотела бы сегодня рассмотреть концепцию, которая принадлежит последователю Эрика Эриксона, Джеймсу Марсиа, который, в общем-то, именно в центр своих исследований поставил идентичность и сформулировал некоторую такую концепцию статусов идентичности. И некий такой плюс его, так сказать, деятельности, результатов его деятельности, его исследований заключается в том, что он предложил некоторую диагностическую процедуру, которая позволяет определить статусы идентичности на основе такого полуструктурированного интервью, достаточно сложного, многоаспектного. Но та информация, которую это интервью дает, она, безусловно, является очень ценной. Давайте попробуем остановиться на тех идеях, которые как раз связаны с статусами идентичности, которые разработал Джеймс Марсиа. Он предложил 2 основных критерия, по которым можно различать статусы идентичности или классифицировать статусы идентичности личности. Один критерий связан с тем, так сказать, с тем, прошел ли субъективно человек кризис, то есть пережил ли он его со всеми возможными какими-то не совсем приятными или совсем неприятными аспектами этого переживания, когда человек находится в сомнениях, может быть, каких-то борениях внутренних, порой даже не только внутренних борениях, но и внешних борениях, потому что окружающие люди могут препятствовать тому, чтобы человек этот свой кризис идентичности разрешал некоторым таким свободным, неограниченным образом, да, то есть люди порой, особенно семейное окружение, они нередко стремятся к тому, чтобы, так сказать, как-то ограничить человека в его выборе, направить его в то русло, которое им кажется правильным. И, в общем-то, это
тот большой комплекс проблем, которые встречает человек, который находится как раз вот в состоянии переживания кризиса идентичности, то есть в состоянии действительно поиска ответа на вопрос «кто я?» и как бы поиска на ответ «кто я» в каком-то определенном аспекте, возможно. И вот здесь действительно, так сказать, могут возникать существенные проблемы. И вот по критерию прохождения кризиса или субъективное переживание кризиса Джеймс Марсия выделяет несколько вариантов. Один вариант, в общем-то, связан с тем, что кризис еще не начался по существу, и, так сказать, человек субъективно его не переживает. Второй вариант – это актуальное состояние кризиса, то есть человек здесь и сейчас находится в состоянии кризиса, в состоянии выбора, в состоянии перебора каких-то альтернатив и, так сказать, вот рассмотрения их и выбора между ними. Это второй, так сказать, вариант. И третий вариант – это действительно уже пережитый, пройденный кризис, когда человек имеет некоторые результаты того, что он переживал в этом кризисе. И второй критерий, кроме вот этого критерия прохождения кризиса, это принятие обязательств, которые являются следствием того, что человек выбрал для себя какой-то из ответов вот на этот вопрос «кто я?» в том или ином аспекте. Например, «кто я?» вот по профессии, как я себя мыслю в плане профессионального выбора, или как я себя мыслю в плане семейного выбора. Или как я себя мыслю в плане какого-то политического выбора, да? Или как я себя мыслю в плане религиозного выбора. То есть вот разные аспекты могут быть. Здесь мы с вами можем вспомнить все те как бы аспекты прохождения подростково-юношеского возраста, когда человек действительно стоит вплотную, так сказать, вот непосредственно перед задачей, так сказать, построение некоторой структуры своей идентичности. И, собственно говоря, вот по каждому из этих аспектов может возникнуть вот такое вот, так сказать, кризисное состояние. И здесь, опять же, вот по критерию, по второму критерию принятия обязательств вследствие прохождения кризиса, возможно также два варианта. Да? Вариант обязательства не приняты, то есть человек не принимает обязательств, и обязательства приняты, некоторые убеждения относительно себя, своего жизненного выбора, своего жизненного пути, они сформированы, человек готов их отстаивать и готов за них зачастую бороться. Вот такие критерии выдвинул Марсия, и давайте рассмотрим как раз, какие, собственно, статусы идентичности он выделяет в зависимости от сочетания этих критериев. Значит, вот я хотела бы обратить ваше внимание на один из вариантов, который как раз Джеймс Марсия вводит, это как бы некоторое такое новшество, это статус предрешенной идентичности. До Марсия вот такой вариант в психологии не рассматривался. И здесь этот статус связан с тем, что человек не проходит кризис, он не вступает вот в эти порой неприятные, а порой мучительные сомнения какие-то, да, вот рассмотрения каких-то вариантов выбора, переживания по этому поводу и так далее. Он не вступает в переживание кризиса, но, тем не менее, кто-то из его окружения предлагает ему решение, более или менее авторитарным образом предлагает, и человек принимает это решение, то есть он принимает на себя обязательства, связанные с тем, что ему было предложено. Например, выбирает тот профессиональный путь, который ему предложило ближайшее окружение. Или он выбирает, скажем, тот семейный путь, да, который, скажем, предложило вот его семейное окружение. Да. Или он вот какие-то религиозные вопросы решает в зависимости от того, что ему говорят окружающие люди. И вот очень интересно то, что Марсия проводил исследования, в психологии они называются корреляционные исследования, когда ученые пытаются выявить некоторые статистические взаимосвязи между различными свойствами
человека. Я имею в виду психологические корреляционные исследования. И в данном случае Марсия нашел такую взаимосвязь, что лица, которые живут в статусе предрешенной идентичности, они, в общем-то, склонны к тому, чтобы иметь такие авторитарные личностные черты. В целом, вот в психологии XX века, в социальной психологии, в психологии личности разработаны такие идеи, связанные с тем, что личность можно классифицировать вот по таким критериям. Да? Авторитарная личность, демократическая личность, как бы личность, которая предпочитает некоторое такое попустительство по отношению к своим каким-то вот, так сказать, окружающим обстоятельствам или, скажем, к коллективу, которым эта личность руководит. И вот эта классификация личности, она чаще всего используется тогда, когда нужно определять либо стиль руководства некоторого, так сказать, начальника, да, лидера или руководителя какой-либо организации или какого-либо коллектива, или надо определять, скажем, родительский стиль. Родительский стиль тоже может быть авторитарный, демократический, попустительский. И вот еще как бы есть такая некоторая добавка. Отечественные психологи предложили эту добавку к этой классификации, которая имеет западные корни. Было предложено сюда ввести еще авторитетный стиль руководства. То есть здесь речь идет о том, что действительно вот человек осуществляет некоторый такой стиль отношения со своим окружением, либо рабочим, профессиональным окружением, либо семейным окружением, либо дружеским окружением. Да? И вот как бы в данном случае есть какие-то элементы авторитарности, но это как бы не за счет некоторого диктата и насилия над, так сказать, волей окружающих людей и их там какими-то мнениями и тенденциями, а это именно такое, так сказать, руководство вот, окружением, когда имеет место уважение каких-то достоинств, способностей вот того человека, который обладает этим авторитетным стилем. Ну и, соответственно, вот тогда можно уже говорить о такой классификации личности. Так вот, значит, оказалось, что имеет место вот такая значимая корреляция между вот статусом предрешенной идентичности, то есть ситуацией, когда человек когда-то вот принял чье-то авторитарное решение относительно своей идентичности и собственными особенностями личности этого человека. То есть уже, так сказать, эта личность, когда она начинает или, так сказать, вот осуществляет какую-то самостоятельную деятельность, она склонна, опять же, вот к такой авторитарности. В данном случае вот я упомянула об авторитетном стиле, да, лидерства вот, и авторитетной личности. Вот это как бы та категория, которая не рассматривалась Джеймсом Марси, поскольку он опирался вот на ту, так сказать, тройственную классификацию: авторитарная, значит, демократическая и попустительская. И вот по поводу других статусов идентичности мы также, так сказать, рассмотрим те корреляции, которые были получены. Итак, значит, вот Марси ввел такое представление, как предрешенная идентичность. Другой вариант или другой статус идентичности, который связан с тем, что кризис человеком субъективно не переживается, актуально не переживается, и человек не принимает на себя некоторые обязательства как следствие этого переживания, он как раз, этот статус связан с диффузной идентичностью. И, в общем-то, этот статус, он у нас уже звучал в рассмотрении идей Эрика Эриксона, когда мы с вами говорили о том, что действительно вот два полюса вот этой, значит, идентичности, два полюса выхода из кризиса идентичности. Да, негативный полюс – это диффузная идентичность, позитивный полюс – это достигнутая идентичность или гармоничная «я»-концепция. И здесь вот действительно Марси здесь вот описывает, да, разбирает вот этот вариант
статуса идентичности по двум критериям. То есть человек не принимает на себя обязательства, не хочет определяться с своим решением по тем или иным вопросам. Вот актуально кризис, да, вот он не переживает и, соответственно, вот может находиться вот в этом состоянии диффузной идентичности, в общем-то, достаточно долго. Если мы перейдем к другим вариантам, да, статуса идентичности, то нам надо сказать несколько слов о таком статусе, как мораторий. Это как раз тот вариант, когда человек еще пока не принял обязательства. То есть он находится в каком-то таком промежуточном состоянии. Почему? Потому что по критерию прохождения кризиса у него в настоящее время вот этот кризис происходит. Он сейчас вот в процессе, этот кризис. И вот понятие моратория на самом деле вводил и обсуждал еще Эрик Эриксон, и он говорил о том, что вот человек как бы осуществляя, да, выбор, рассматривая какие-то возможные альтернативы, пытаясь понять, вот куда лучше направиться и как лучше сделать этот выбор, он действительно может иметь некоторую такую тенденцию, что называется, поставить жизнь на паузу. То есть, ну, как бы остановиться. И возникает такое впечатление, что человек просто бездельничает. Да? Тогда, когда вроде бы надо принимать какое-то решение, вроде бы надо осуществлять какой-то выбор, человек, в общем-то, вот выдерживает некоторую, так сказать, паузу, находится в каком-то молчании. И как раз вот у Эрика Эриксона были такие замечания, я уже об этом говорила, и такие наблюдения, что нередкие случаи, когда люди, обладающие значительными способностями, действительно вот этот вот мораторий немножко затягивают, потому что они пытаются, что называется, вот наверняка определиться, взвесить различные альтернативы и действительно принять то решение, которое будет наиболее правильным. И вот продолжая рассуждение относительно вот этого статуса мораторий, Джеймс Марсиак говорит о том, что его можно уподобить центру урагана. Вот известно из исследований физиков, метеорологов, что когда мы имеем ураган, смерч, то у него есть вот эта внешняя, так сказать, грозная, опасная, так сказать, да, вот часть, когда вокруг некоторого центра крутятся, вращаются в мощном вихре вот самые разные предметы, там, я не знаю, крыши, сорванные с домов, там, я не знаю, деревья, вырванные там с корнем, да, там какие-то машины, может быть, да, там человек может попасть в этот вихрь. И вот это то, что видит человек, который находится вне этого урагана. А если попасть внутрь урагана, то там, так сказать, присутствует то, что метеорологи называют глаз урагана. А глаз урагана – это штиль. То есть это полный покой, это как бы безветрие, это вот отсутствие какой-либо, так сказать, динамики, отсутствие каких-либо действий. И вот Марсиак как раз уподобил вот это состояние, этот статус идентичности, который, значит, называется мораторий, он его уподобил вот этому глазу урагана, то есть человек субъективно выдерживает вот эту паузу, ставит жизнь на паузу и как бы бездействует, но на самом деле психологически у него идет мощнейшая работа, интенсивнейший совершенно перебор различных, так сказать, вариантов действия, взвешивания каких-то альтернатив. И все это, безусловно, может сопровождаться довольно тяжелыми переживаниями, размышлениями и вот довольно, так сказать, много человек может здесь переживать каких-то негативных эмоций, да, каких-то негативных состояний, которые надо, в общем-то, преодолеть для того, чтобы выйти из этого состояния моратория. И на самом деле из моратория можно выйти куда? Можно выйти в диффузную идентичность, то есть можно так и не принять никакого-то решения. Можно выйти в предрешенную идентичность, а можно выйти туда, куда желательно, по мнению
Эриксона и Марсия выходить, это как раз выйти в зрелую или достигнутую идентичность. То есть это означает, что человек пережил вот этот кризис, оставил его как бы позади, по крайней мере, на какое-то существенное время сделал этот шаг и, в общем-то, принял последствия, принял обязательства, сформировал определенные убеждения о себе, о своем выборе, о своих, так сказать, ближайших перспективах и начинает действовать. И это как раз то, что по Эриксону совпадает с позитивным полюсом вот этого кризиса идентичности, который приходится на подростково-юношеский возраст преимущественно. И, в общем-то, вот это то, что Эриксон называет зрелая идентичность или достигнутая идентичность, или как раз вот, значит, зрелая или гармоничная я-концепция. И надо сказать, что вот действительно и те вопросы, которые включены вот в это полуструктурированное интервью Джеймса Марсия по исследованию статусов идентичности, они, конечно, являются очень актуальными именно для подростково-юношеского возраста. Но надо обязательно отметить, что в такое же состояние кризиса идентичности, в состоянии моратория, человек может попасть в различных ситуациях своей взрослой жизни, уже, так сказать, выйдя за пределы подростково-юношеского возраста, потому что могут встретиться самые разные обстоятельства, какие-то жизненные трудности, которые будут толкать человека к тому, чтобы он, может быть, добавил к своей идентичности какие-то важные аспекты, заново поставил перед собой вот этот вопрос, кто же я такой, куда я иду, так сказать, каковы мои планы, каков смысл жизни, каковы цели моей жизни. И, в общем-то, вот мы как раз с вами будем обсуждать лонгитюдные исследования взрослых, которые были сделаны в течение XX века, и в западных странах, и можно будет здесь привлечь и данные нашего отечественного, очень крупного и серьезного лонгитюдного исследования, которые как раз говорят о том, вот эти данные, да, они говорят о том, что вот перед ситуацией нового выбора идентичности человек может встать и во взрослости, то есть, так сказать, в возрасты последующие за его вот этим вот очень важным подростково-юношеским кризисом. И вот если обсуждать, да, говорить о том, как вот можно, скажем, охарактеризовать вот всю эту, да, практику, связанную с и теорией Эрика Эриксона, и тем, что добавил к этой теории Джеймс Марсия, это вот как раз учение о статусах идентичности. В общем-то, вот в практике это используется для чего? Для того, чтобы понять, сориентироваться в том, насколько благополучно протекала жизнь, так сказать, человека, насколько благополучно протекало вот развитие его личности. Да? И вот я уже говорила о том, что и сам Эрик Эриксон, и Джеймс Марсия, в общем-то, они были практикующими психотерапевтами, и для них вот эта вот периодизация развития личности, о которой мы с вами говорили на предыдущих занятиях, она была некоторой такой опорной схемой, которая позволяла, ну, как бы сориентироваться в том, насколько как бы благополучный вот этот вот сценарий, да, так сказать, личностного развития уже прошел данный конкретный человек. И я уже говорила о том, что вообще-то теоретически, особенно с помощью вот этого опросника Марсия, да, можно выстроить даже, так сказать, некоторые шкалы на каждый из 8 кризисов и
понять, насколько успешно или неуспешно человек решил ту или иную задачу развития и, следовательно, какие основные проблемы могут иметь место в его взрослой жизни. Вот, например, да, вот мы с вами рассматриваем именно пример взрослого человека, который обратился за психологической помощью. И, в общем-то, на основе вот этой схемы можно сориентироваться в том, какова же природа его проблем. Также, безусловно, эта схема может быть использована для того, чтобы сориентироваться в благополучии или неблагополучии развития ребенка, если мы занимаемся, так сказать, вот рассмотрением каких-либо трудностей развития личности человека в том или ином детском возрасте, да, или это дошкольник, или это школьник, да, или это подросток. И действительно, вот эти, так сказать, представления, да, вот эта схема, о которой мы говорили, она действительно может быть хорошим подспорьем для того, чтобы лучше сориентироваться в том, какие проблемы вот могут быть у данного человека и в чем их корень. И мы с вами также говорили, что об этом говорил и писал еще Эрик Эриксон, о том, что есть как бы возможность как бы дорешать те задачи, которые были не решены должным образом в свое время. Скажем, обстоятельства не сложились, там семья неблагополучная. Вот стиль воспитания был какой-то, так сказать, неблагоприятный у данного конкретного человека в его родительской семье, пока он рос и взрослел, да, или какие-то, так сказать, варианты социальной запущенности или педагогической запущенности, скажем, да, если мы говорим о школьном возрасте. В общем-то, здесь очень многое можно содержательно понять, используя вот эту схему. И вот значимость той концепции, о которой мы сейчас с вами говорили, действительно подтверждается тем, что к концу XX века были созданы некоторые такие как бы обобщающие разработки, которые связаны с некоторым, так сказать, уже движением психодинамического подхода в сторону интеграции. Вот еще в самом первом разделе нашего курса мы говорили о том, что вот возникает такая школа в психологии, как классический психоанализ. И на самом деле после того, как люди, заинтересовавшиеся, да, вот специалисты, психологи, психиатры, заинтересовавшиеся психоанализом, не соглашались в чем-то с классическим психоанализом, возникала, так сказать, вот целая такая вот как бы разветвленная сеть, да, такой вот куст различных направлений, которые каждое брали, так сказать, какие-то свои идеи, какие-то свои представления о движущих силах развития человека, о природе человека, так сказать, они выдвигали, то есть какие-то свои антропологические модели. И вот в конце XX века начинается какая-то такая очень выраженная тенденция к тому, чтобы вот как-то прийти к какому-то объединению. И действительно очень показательно то, что теория Эрика Эриксона, о которой мы сейчас с вами говорили, она была избрана как один из, так сказать, вот таких основных конструктов, да, вот одна из основных таких вот базовых моделей, базовых теорий для того, чтобы вот это объединение осуществлять. Я имею в виду, вот современные психологи, так сказать, изучают вот эту классификацию. Она получила название «Психоаналитическая диагностика». Автором ее является американский психиатр Нэнси МакВильямс. И показательно именно то, что из трех теорий, которые она избрала для того, чтобы осуществить какой-то вариант синтеза вот всего психодинамического подхода за XX век, она, значит, вот одной из теорий избрала именно теорию Эрика Эриксона.
теория эпигенетического развития личности, потому что она действительно очень многое показывает в плане, так сказать, вот содержательного осмысления тех проблем, которые возникают у человека. Ну, кроме этого, это, конечно, и опора на классический психоанализ, и опора на еще одну такую разработку, чем-то близкую к теории привязанности, о которой мы с вами уже говорили. Это разработка Маргарет Малер. И, в общем-то, вот показательно то, что, скажем, вот в американском классификаторе болезней пятой версии, в общем-то, вот используются те критерии, которые выдвинула Нэнси МакВильямс, в частности, вот с опорой на теорию Эрика Эриксона, о которой мы сейчас говорим. И так вот обобщая, да, то, что мы сейчас с вами обсуждали относительно статусов идентичности, мы с вами можем сказать, что предрешенная идентичность связана с тем, что решение, кем быть, каким быть, как самоопределиться в ответе на вопрос «кто я?», принимается без поиска, так сказать, вот кризис не проходится, но ответственность за реализацию решения, которое предложено извне, она принимается. Да? Значит, статус диффузной идентичности связан с тем, что задача самоопределения вообще не ставится, или человек ее там обходит, вытесняет, вот не хочет, боится этого выбора. То есть процесс прохождения кризиса не запускается, нет вот этого поиска, соответственно, не принимается ответственность за решение, поскольку этих решений просто нет, человек их не принимает, и, соответственно, кризис в данном случае не пройден. Статус моратория – это как раз ситуация, когда человек находится на этапе поиска, выбор им пока еще не сделан, ответственность пока еще не принята, но человек находится в процессе. Человек находится вот в этом процессе поиска, перебора альтернатив и, так сказать, вот рассмотрения каких-то возможностей, которые у него есть. Ну и, наконец, вот самый, наверное, позитивный, так сказать, вариант идентичности – это достигнутая идентичность, когда решение человеком принимается после лично пережитого поиска, после лично пережитого прохождения кризиса, и человек принимает ответственность за его реализацию, таким образом его кризис пройден. И я еще раз, так сказать, напоминаю, да, что действительно из состояния моратория вот позитивный выход – это в достигнутую идентичность, но на самом деле в состоянии моратория человек может отказаться от действительно и выбора, и ответственности, и, соответственно, уйти как бы назад, да, в диффузную идентичность или в предрешенную идентичность. То есть никто не гарантирован, будучи в состоянии моратория, что он действительно завершит этот процесс вот на той позитивной ноте, о которой писали и говорили Эриксон и Марси. И как раз вот мы с вами будем обсуждать на ближайших занятиях результаты лонгитюдов, которые были сделаны с взрослыми испытуемыми, так называемые взрослые лонгитюды, когда одни и те же люди прослеживались в течение длительного периода их жизни, в течение 30-40 лет вот этой взрослой жизни. Да, и там действительно множество было ситуаций, когда человек переходил в состояние как бы возобновления кризиса идентичности в связи с теми или иными сложными, драматичными событиями своей жизни. На этом сегодняшнее занятие мы можем завершить. Благодарю за внимание. А теперь вопрос.